Сегодня у нас день пикника. Машин очень много приезжает. Мы встали сразу при въезде, но поищем здесь место, может быть, есть получше. Вот такое тут место. Выходим. Уже люди жарят. То есть есть мангалы, в смысле печки, столики. Туда проход к морю. Ну, посмотрим, как далеко идти. Сосны. Сейчас солнышко уйдет за сосну. Вот такой мангал. Не знаю, как с ним обращаться, конечно. Ну, хотя, ну что? Ну, просто угли, наверное, и все. Снизу поддувать что-то. Так, сейчас я отдалю. Вот такая зона. Она огромная. Сразу находится за Эрдемли. Разворот. Мангалов тут несколько. Но я говорю, мы встали пока к этому. Там вот вдали есть мангалы. Вот она, огромная зона. Там детская площадка. Все почему-то проезжают туда дальше. Мы пройдем, посмотрим. У нас ребенок пока спит в машине. Так, ну вот я вам показываю. Это зона пляжа, это пикниковые зоны. Ну, непонятно, никто пока не купается. Тут еще люди съезжаются. Душ. Надо сейчас проверить, работает или нет. А вот здесь вот столиков много. Сейчас отдалю. Вот, много-много столиков тоже это у прибрежной зоны. Но здесь нельзя жечь костры. То есть, получается, там мы подъехали вот туда. Надо нажарить шашлыка сейчас, собрать и прийти сюда. Это если ты хочешь ближе к морю. Ну что, здесь вот какой-то причал заброшенный. Вот мы идем к машине. Вот расстояние от зоны загорания, скажем так. Но еще раз говорю, пока никто не купается почему-то. Я не знаю, вообще здесь можно купаться. Вот кабинки для переодевания есть. Вот эта зона посидеть. Здесь хотя бы есть какой-то ветерок. Давайте посмотрим. Душ вообще включается, вода. Сейчас. Так. Холодная вода, значок, есть. А это нарисовано горячее? А, что, неужели горячее идет? Красное нарисовано. Тоже есть. Но я думаю, она одинаковой температуры. Так что душ есть. Так, и вот мы... Где мы вошли? А, вот здесь. И вот мы идем, видите, там за кустами, вон там вдали уже видно, это там дорога. Вон машина стоит. Это где жарить шашлык. Почему-то все приезжают туда дальше. Можно, конечно, пройти посмотреть, но я думаю, там просто потому что детская площадка там большая есть. Вон все паркуются, вон там, смотрите. Вот видите, много-много машин. Не знаю, почему именно там. Но занимать начинают уже здесь. Сейчас покажу туалет. Что из себя представляет канализация, судя по колодцам, тут есть. Что хорошо. Женский туалет. Люди уже в песке, в грязи сюда ходили. Грязи намесили. Вода, надеюсь, есть. Туалеты турецкие. 4 кабинки. Ну ладно. Где-то присесть есть. Ну, кстати, не воняет. Хоть стоит в лесу. Будем разжигать мангал. Я бы жидкость никогда не поняла, что это жидкость. Посмотрите, как шампунька в виде геля для розжига. Будем здесь делать костер. Сейчас чуть-чуть веточек здесь пособираем, если найдем сухих. И будет у нас лепота. Ну, вот так вот у нас что-то тут дымится. Жидкость, конечно, спасает. Ой, пепла сколько, надо было вытряхнуть его, ну ладно. Взяли только 3 шампура зачем-то, ну ладно, настрою же. К нам уже подъезжали, спросили соль, а мы ее сами забыли. Вот у нас еще сколько шашлыка, как будто народу взяли. Мы вчера прям в мясном нам порезали мясо кусок и замариновали.
Я просила не очень острые, посмотрим, как получится. Вот, народу мало. Так, ну вот, мы немножко дождались углей. И вот такое здесь приспособление. Видите, жар, конечно, хороший оттуда идет. Вот мы свои 3 шампурчика подставили камушек, потому что, ну, как-то непонятно. В дырках в этих оно не держится. Как люди делают, не знаю. Длины шампуров от сих до сих не хватает. Поэтому держать тоже не вариант. Вот оно, мяско у нас готовится. Ура! Так, времени почти 2 часа. Лицо красное. Мы шашлык еще почти, ну, больше половины, наверное, надеюсь, пожарили. Здесь пляж убирают. Смотрите, трактор ездит. Уборщики ходят. Но никто здесь не купается. А вот там дальше есть зонтики, и там купаются. Но там и больше машин останавливалось. Не знаю, может быть, мы сейчас готовим шашлык и сюда вот куда-нибудь переместимся кушать. К морю. Здесь хотя бы ветерок есть, там прям жарилка. А у нас пошел 3-й час жарки мяса. Ну, по-моему, мы уже все сейчас дожарили. Мы хотим дожарить, а потом пойти сесть. Вот я иду в сторону, где основная массовка, где больше всего машин. Я хочу просто посмотреть, куда они все ехали. Ну, вот здесь Маджера парк называется. Тут, собственно, дети резвятся в основном. Причем, я не знаю, здесь такое ощущение, что рядом школа, и они на физкультуру пришли. Вот, видишь, они набегались и играются. Приколдесно. Жарко, конечно, жара сейчас, ну, 34, по-моему, на солнце градусов. И вот здесь они поближе, наверное, к детской все. Большинство тусует. Правда, здесь со своими вот мангалами отдыхают. Вот так вот. Не используют вот этот вот. В 21 году здесь соорудили эту зону отдыха. Вот все сидят с семьями за большими столами, с детьми. А там у нас... Сейчас посмотрим, что. Потому что купаются на море вот именно в этой стороне. Вот тут много машин. Ну, тут в конце этой зоны что-то типа наших, как это называется, лазить по верхам. Тропа-то, проходить препятствия. Такая вот небольшая зона, да. Там вон веревки висят, проходить вверх. Но там никого сейчас нет почему-то. Вот большими семьями они, видите, сидят. Здесь все. Машин много, потому что, я так понимаю, там вот какие-то учения, либо мероприятия какие-то. Тут тоже есть с этой стороны туалет, я так понимаю. Кабинка для переодевания. И вот такие кабинки. Смотрите. Сейчас покажу. Первый раз вижу. Туалет и душ вместе. Странно. Заглянем. Вот, видите, у них как будто бы тут учения проходят какие-то. Они все в форме. Огородили часть парка, потому что, видимо, учения какие-то, спасатели или кого они в этой форме. Вон там. Так, сейчас посмотрим кабинку. К сожалению, эти кабинки все заколочены. Я не знаю, для кого их ставили. Что такое надпись «Афат» тоже посмотрите, я не знаю, потом узнаю. Ну, все они. Нет. Задумка хорошая, шланги от них куда-то идут, но не до конца. Они, наверное, не доделали, что ли, и бросили. Фиг знает. Видите, вот трубы лежат. А должен быть водопровод к этим кабинкам. Они их почему-то не доделали. Да, вот зону они огородили учений. И вот здесь выход на море. С душем. Вот бы нам дойти вот до тех столиков. И хорошо. А еще отсюда, не знаю, видно вам, нет? Видно предгорье. Сейчас увеличу максимально. Вон там горы. Просто как жара, влажность, дымка. Их плохо видно. Но вообще вон дома на предгорье и район Ардемли видать.
Все, мы нажарили шашлыков. Сейчас мы сумочки соберем и пойдем на стол, который... Там столы ближе к морю стоят. Иду просто вам показать другую сторону, что здесь. Не особо далеко, конечно, идти. Так, ну вот здесь основной въезд. Сразу напротив въезда здесь магазинчик есть. Ну, такие какие-то закусочки. Я так и не поняла, уголь у них есть или нет, не могу сказать. Но здесь магазинчик с водой. Пива нету. Хотели нулевочки взять, нету. Ну, такие газировки вкусные, кстати, есть фруктовые, чипсы, закуси. Вот. Туда дорога идет, там какая-то пристань. Туда дальше. Вот так это смотрится. Пристань. Все. Вот эта территория кемпинга, ну, в смысле, как сказать, мангальных зон. Пикниковая. Вот. Вот въезд с Д400. Буквально полкилометра Эрдемли. Вон горы, видать. Такая здесь красота. Там, не знаю, что. Там зона типа дома отдыха что-то. Но мы видели там много-много вот таких вот, как это сказать, именно кемпинга. Вот таких вагончиков. Люди там живут много. Но судя по двухэтажным зданиям, здесь когда-то был, может быть, и есть что-то типа пансионата или дома отдыха. Но это за забором. Не знаю, где там вход. Здесь тоже водичка есть. И месчит, не знаю, что это такое. А, господи, что это такое? Церковь тут. Ну, в смысле, помолиться им, чтобы было. Ну, вот зона такая небольшая, но мы проедем туда немножко дальше и пойдем посидеть, покушать. Мы еще не кушали, пробовали мясо, очень вкусное. На ходу нам замаринованное в магазине. Сейчас мы пойдем пировать. Да, вот внутри этот магазинчик. Здесь есть уголь и шампуры такие вот. А, и решетки есть. Надо было нам купить решетку. Короче, удобнее, я посмотрела на этих жарить. Кладут решетку на этих домиках мангальных. А сверху уже хочешь мясо, хочешь шампуры клади. Ну и ассортимент вот такой вот водички тут всякой. Что интересно, значит, пива нулевки у них нет. А энергетиков где-то здесь. Вот. Целый холодильник энергетиков. Очень вкусная, очень полезная вещь. Холодный кофе. Разный. Есть обычный, есть кофе, не знаю какой. Латте есть. Карамельный есть. Оригинальный, но он, по-моему, с молочком. Ванильный есть. Очень вкусный кофе холодный. Они любят, здесь вообще популярно. Американо кофе есть. Нескафе. Рекомендую. Кому надо тонус поднять. Кофе. Так. Тут и что-то непонятно чего. Я тут хожу, как у себя дома. Водичка. Ой, это лед даже есть. Отдельно продается, кому надо. Ну и мороженое всяческое. Такое, в упаковках. Вот такой вот здесь принадлежит этот магазинчик государству, Беледие. Муниципальный магазинчик. Цены небольшие. Вот такие две маленькие газировочки. 45 лир две. Почему 45, я не знаю. 23, значит, они стоят, что ли. Ну, ничего, нормально. И вот мы переместились. Там вот проход мы оставили машину на той зоне пикниковой. Здесь, как видите, нету для костров места. Здесь нельзя жечь костры. Здесь только сидят, кушают. Мы сюда все перенесли. И вот у нас столик импровизированный. И вот сколько мы нажарили шашлыка. Сейчас я вам покажу. Целая кастрюля. Приезжайте, угощайтесь. Все.
И вот туда можно будет пойти искупаться. Вот здесь вот. Выход на купальный пляж. Как видите, народу практически никого. Такое ощущение, что не знаю, где весь народ. Ну, сюда заезд платный, может, денежку берегут. Кстати, сколько он стоит? 200 лир машина. Ну, там 195, что ли, ну, 200. А, кстати, наличные не берут, только картами оплата. Так что не знаю даже, как приезжим без карты сюда попадать. Они только карты берут. Смотрите, как классно, да? Смотрите. Кайф. Ну и покажу, какое здесь дно. Ну, тут здесь и пляж каменистый. Наверное, накидала камней все-таки, когда было зимой. И вход в воду. Видите, водичка более-менее, ну, такая прозрачная. Вон. Ай, камни видно. Люди купаются. Но, во-первых, она прохладнее, чем вот была, когда я купалась. Когда? Вчера, позавчера. А во-вторых, булыжники прям заходить очень так больно в воду. Не знаю, вон там вот люди еще купаются, подростки. Ну, по чистоте нормально, вот. Это вот за Эрдемли прям сразу. Вот он, Эрдемли город. Ну, как поселок, город. А в другую сторону отсюда, вон там район Аяш. Привет от моря Средиземного. В общем, вода холодная. Зря переодевались в купальные. Что-то здесь она холодна. Может, из-за камней? Не знаю. Что-то неохота купаться. Вы, конечно, скажете, что зажрались. Ну, я не знаю, там градуса 23, 24. Ну, для меня это холодная вода. И пустой-пустой пляж.